Приветствую вас на канале Экодрифт. Я Марина. Научилась ездить на колесе совсем недавно, но благодаря моим классным учителям Константину Баранову и Никите Фантомасу еще бы чуть-чуть и медведь вылез и прямо сожрал бы нас вместе с колесами. Лестницы и бордюры для меня не препятствие, а источник дополнительного удовольствия от езды на моноколесе. Мне кажется, что это очень круто. И сегодня меня позвали обозреть вот это небольшое, но злое чудо от компании Бигот. Вообще у меня самое колесо этой же фирмы. Это мой Супекс 84 вольта, мой Гоша. Я его очень люблю. Просто души не чаю. Но мы сегодня о Т3. Сразу к главному. Это моноколесо с дыркой в двигателе. Грубо, но зато всем понятно. Очень похож на движок от РС, но только в 16-м диаметре. Зачем, почему, я не знаю. Я тоже не рада этим бубликам после рассказов, как подшипники захрустели через 50 километров после покупки. Поэтому мы не стали даже пытаться что-то придумывать, а сразу отправили колесо в Питер к Василию, который установил сюда свои известные сальники. Еще колесо загидроизолировали, и теперь я очень надеюсь, что на нем можно будет сезон откатать без всяких проблем. Правда, есть минус. Колесо из-за нового двигателя и так стало довольно увесистым – 22,8 кг. А после всех этих доработок это вообще 23,4 кг. Это как мой Супекс. Но не стоит забывать, что у нас здесь довольно объемная батарейка на 1500 Вт. Это 4 параллели на элементах 21700 с напряжением заряда 84 вольта. Такой же по конфигурации аккумулятор стоит на V11. Солидно. И на фоне всех этих внушительных характеристик самый большой вопрос у меня вызывает покрышка. 2,1 дюйма. Это серьезно? А еще у колеса низкие свесы, и оно будет ловить бордюры. Короче, по техническим характеристикам у меня все, кроме максимальной скорости. Она немногим выше 50, с раскруткой на максимальном заряде 68 км в час. Быстрее разгоняться становится уже опасно. Про внешний вид. По форме очень напоминает старую Теслу, но корпус совершенно другой. Здесь больше нет маленьких накладок, а крышка снимается целиком до светодиодной ленты, под которой находятся винты ее крепления. Как и что разбирается, читайте в техноблоге на сайте Экодрифт. Все ссылки найдете в описании под видео. Кнопка включения изначально находилась спереди. Это страшно неудобно. И наши питерские коллеги просто перенесли кнопку вот сюда, сбоку. Теперь выключить или включить колесо не проблема. Если хотите, ребята из сервиса сделают вам такую же доработку. Под ручкой для переноски кнопка сна. Удобно. Сбоку вытаскивается телескопическая ручка, за которую колесо удобно катить рядом. У нас новая ручка, и она работает хорошо. Фара начинает светить ярче только на скорости. Это здорово. Хотя лампочка довольно слабенькая. А сзади огромное красное окошко, которое является еще и габаритным огнем и дает прохожим опознать модель колеса. Хотя я уверена, что им всем это до лампочки. В новых моделях Бигот стала добавлять графический дисплей. Он перевернут специально, чтобы было лучше видно райдеру сверху. И здесь отображается скорость, температура, общий пробег колеса. А вот вместо удобного вольтметра маленькая слабоинформативная шкала. Ну и самого главного нет – процент заполнения шин. Ну хотя бы текущую скорость смотреть удобно, и то спасибо. Педали огромные, с наждачкой. Мы уже вкрутили сюда шипы. Но самое интересное, что у них теперь появились пружинки на манер Кинсон. Это очень забавно. Бигот отказался от магнитов. Вы такое могли себе представить? Светодиодные ленты светят, как и на старой Тесле. Ничего особо интересного здесь нет. И, увы, подушки под голени торчат и упираются в ногу. Хотя в целом по динамике это колесо прекрасно управляется и без кастомных подушек. Оно очень послушно
и чутко реагирует на наклон вперед или назад, позволяя быстро ускоряться и тормозить. Но, безусловно, те, кто привык к подушкам и упорам, захотят их поставить и сюда. В целом дизайн мне средний. Не люблю вот эту глянцевую накладку через весь корпус. Она быстро зацарапается и будет создавать уставший вид колесу. Дисплейчик по своему цветовому оформлению тоже вызывает скорее отталкивающее чувство. Это вам не V12. Но с другой стороны, нам колесо не чтобы любоваться, а чтобы наваливать. И едет оно очень прикольно. Нам всегда доступен резкий подрыв. Педали железобетонные. В поворотах и на неровностях наклоняет очень слабо. Единственное, что да, при интенсивном разгоне или торможении педали все-таки уходят. Но бывалым гатоводам так будет даже удобнее. Короче, я думаю, что это колесо для отъявленных фанатов бешеной динамики и компании Bigot в целом. Но из-за узкой покрышки при весе 23,5 килограмма я что-то очень сильно сомневаюсь, что это колесо будет пользоваться спросом. Таким колесом вы точно будете один на райончике. Только купите нормальную зарядку. 1,5 ампера для 1,5-литровой батареи – это несерьезно. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, что я забыла рассказать про это колесо. И вообще, как оно вам? Я с удовольствием почитаю. Друзья, это был мой первый опыт. Я очень волновалась, но тем не менее, я желаю всем держать себя в форме. Ребята, я на вас смотрю и замечаю, что многие себя запустили и ходят такие пузатенькие, местами даже понурые. Жизнь одна. Любите себя. А если у вас плохое настроение, потому что болит спина, то я могу вам помочь с лечебным оздоравливающим массажем. Я в этом профи. Контакты будут в описании. Обращайтесь, если вы из Москвы или будете проездом. Чао, до скорых встреч! Я проехал камешек. Приветствую вас на канале Экодрифт. Я его очень люблю, просто души не чаю. И поэтому я посещала... Я забыла, что хотел сказать. Не буду это говорить сегодня. Нет, это кусок я вообще... Убери его, ладно? Я теперь специально это оставлю. Кстати, может, скажете, я в этих самых в Чулково ездила на гонках. А, вот, да, сейчас. Угу. Давай еще раз.